выходом Сандроны Genshin Impact получает не просто еще одного сильного ДПС, а персонажа, который открывает совершенно новый архетип команд. Именно вокруг нее строится механика Звездного Проводника. Новой реакции, способной вдохнуть жизнь в давно забытый сверхпроводник и сделать его снова актуальным. При этом сама Сандрона получилась на удивление просто великолепной и легкой в освоении. Ее геймплей не требует сложных комбинаций или постоянной смены персонажей. Все, что от вас нужно, собрать правильную команду и поддерживать новую реакцию, пока Сандроны наносит основной урон. Но есть один важный нюанс. На данный момент именно Сандроны остается единственным персонажем, который способна полноценно использовать механику Звездного Проводника. Поэтому ее ценность во многом зависит от того, планируете ли вы играть через новый архетип команд. Именно поэтому уже сейчас многие называют ее одним из самых перспективных персонажей региона Снежная. Она не просто усиливает существующие команды, а фактически создает новое направление для развития игры. В этом гайде мы подробно разберем, как работает Сандроны, какие артефакты и оружия ей подходят, какие команды она вписывается лучше всего и стоит ли тратить на нее свои примагемы. Перейдем к выбору оружия. Первый у нас, естественно, вариант — это ее сигнатурное оружие. Сигнатурное оружие значительно превосходит все остальные варианты и идеально дополняет ее стиль игры. Оно не только дает все необходимое, но и максимально усиливает основной источник ее урона. Разница между сигнатуркой и остальными вариантами настолько заметна, что если вы планируете играть с Сандроны как основным ДПС, именно это оружие станет лучшей инвестицией после самой героини. Дальше у нас идет сигнатурка Мавуики. Лучший вариант после Сигмы. Сандрона способна практически постоянно поддерживать пассивный эффект этого оружия, благодаря чему оно превращается в отличный стат-палку с очень высоким уроном. Если сигнатурного оружия нет, то именно этот меч станет одним из самых лучших вариантов. Дальше у нас сигнатурка Ита. Несмотря на то, что пассивная способность практически не работает на Сандроне, огромное количество крит урона делает этот меч отличным вариантом. По сути, это еще один меч, палка, стат, позволяющая значительно усилить общий урон персонажа. Некованный. Очень интересный вариант. Сам по себе меч дает огромное количество атаки. И если в команде есть персонаж, способный постоянно поддерживать щит, например, Николь или Диона, его эффективность становится еще выше. В подобных составах некованный практически не уступает другим пятизвездочным вариантам. Цветок в латах. Лучший бесплатный вариант, если он уже есть на вашем аккаунте. Это ивентовый меч. Оружие отлично подходит Сандроне благодаря большому количеству атаки и хорошему пассивному эффекту. Единственная проблема — получить его уже невозможно, поскольку это старый ивентовый меч. Волчья погибель. Старая классика по-прежнему остается актуальной. Большая базовая атака и огромное количество атаки делают этот меч отличной стат-палкой практически для любого двуручного мечника ДПСа. Если меч уже есть на аккаунте, Сандроны сможет использовать его очень эффективно. Маяк Тростникового моря. Еще один достойный пятизвездочный вариант. Хотя часть пассивного эффекта реализуется не полностью, характеристики оружия настолько хороши, что оно все равно остается одним из лучших решений. По эффективности находится примерно на одном уровне с другими хорошими пятизвездочными вариантами мечей. Хороший универсальный вариант. Вердикт предлагает отличные характеристики и высокий личный урон, благодаря чему уверенно входит в список лучших альтернатив, если более подходящего оружия у вас нет. Крафтовое оружие из Фонтейна. R5 желательно. Лучший полностью бесплатный вариант. Главное условие — в команде должен быть персонаж, способный регулярно лечить Сандроны, чтобы поддерживать пассивный эффект оружия. Если это условие выполняется, это оружие показывает очень достойный результат и практически не уступает многим четырехзвездочным альтернативам. Еще один ивентовый меч, магический супермеч высшего владыки.
Меч одновременно дает атаку и восстановление энергии, благодаря чему Сандрону значительно проще использовать ульту каждую ротацию. Особенно хорошо он показывает себя в командах с высокими требованиями к восстановлению энергии. Меч драконьей кости. И вот здесь многих игроков ждет меч драконьей кости. И вот здесь многих игроков ждет неожиданность. Обычно этот меч считается одним из лучших 4-звездочных двуручников для основных ДД. Но в случае с Андроном ситуация совсем другая. Большая часть силы этого оружия завязана на бонусе к урону, который не распространяется на звездный проводник. Из-за этого его эффективность оказывается заметно ниже, чем у большинства других вариантов или персонажей. Поэтому специально покупать это оружие ради Сандрона точно не стоит. Перейдем к выбору артефактов. Лучший вариант для нее будет застывшая в тени. Это безоговорочно лучший сет для Сандроны. Этот сет идеально сочетается с ее механикой и значительно усиливает как личный урон персонажа, так и эффективность новой реакции. Разница между ним и другими наборами настолько велика, что даже комплекты с средними статами зачастую показывают лучший результат, чем идеально собранные альтернативы. Именно поэтому менять его на что-либо другое практически не имеет смысла. Второй вариант — это День восходящих ветров. Если полноценного сигнатурного сета пока нет, этот набор станет лучшим временным решением. Несмотря на то, что Сандрона не сможет полностью реализовать все его бонусы, большое количество атаки делает этот сет весьма достойной альтернативой на первое время. И другой вариант — это сет Гладиатора или Шиминава. Еще один хороший временный вариант. Комбинация с большим количеством атаки всегда работают на Сандроны достаточно эффективно. Особенно пока вы продолжаете фармить ее лучший комплект. Да, по урону они заметно уступают ее основному сету, но позволяет комфортно играть персонажем уже с первых дней после получения сета. И теперь статы. Мастерство стихии ей нужно, но не сильно, так как она сама себя бафает на 160 мастерства в зависимости от количества атаки. Так что в часы ищем ей атаку. В большинстве случаев это будет самый лучший вариант. В кубок тоже атаку. Ситуация здесь практически такая же. Она больше пользы получает от атаки. Корона, крит рейд или крит дэмэдж. И приоритет статов у нее будет восстановление энергии, чтобы часто использовать ее ульту, так как ее ульта наносит больше урона и тратит меньше времени на поле боя, по сути. То есть с ульты больше урона наносим, а значит нам нужно, чтобы она часто и быстро была активна. Дальше ищем крит шанс, крит урон, как всегда, и стараемся процентную атаку найти. И уже если сильно повезет, то мастерство стихий. Первые несколько роллов желательно вложить в восстановление энергии, чтобы Сандрона могла использовать ульту каждую ротацию. После этого основной приоритет полностью переходит на криты. Атака и мастерство стихии также остаются полезными, но уже немного уступают по ценности. Рекомендуемые показатели. Атака минимум 2400, восстановление энергии минимум 120%. Крит шанс 65-70% будет для начала идеально. Крит урон. Надо приблизиться хотя бы к 200%. Выше уже будет идеально как бы. И теперь переходим к выбору команд. Лучший состав на данный момент это Сандроны, Яймика, Цици и Николь. На данный момент именно эта команда считается самой сильной для Сандроны. Каждый персонаж здесь выполняет свою важную задачу. Сандроны — основной источник урона, Яймика значительно усиливает звездные проводники и обеспечивает стабильное применение электро. Цици закрывает потребность команды в лечении, помогает с энергией и поддерживает полностью постоянное крио. Николь дает сильный баф атаки и щит, значительно увеличивающий общий ДПС. Несмотря на то, что Николь не может использовать здесь полноценный потенциал бафа,
из-за отсутствия второго члена ведьминского шабаша, ее собственные бафы настолько сильны, что она все равно остается одним из лучших саппортов для этой команды. Возможные замены. Вместо ЦЦ можно взять Искафье. Особенно хорошо она показывает себя в составах с несколькими крио-персонажами. Однако при одинаковых вложениях ЦЦ пока немного опережает ее благодаря более комфортной генерации энергии и стабильной поддержке реакции. Вместо Яймика можно взять Бейдол C6. Она обеспечивает стабильное электро, дополнительное снижение сопротивления, усиление команды и высокий собственный урон. Однако есть и недостаток. Бейдол довольно требовательна к восстановлению энергии, поэтому собрать ее будет сложнее. Если же у вас есть Яймика, она остается заметно более лучшим вариантом. Ну и, собственно, вместо Николь уже на крайний случай можно взять Беннета. И теперь ротация. Ну, точнее, как играть с Андроны. Играть ей вообще не сложно абсолютно. Она как Ньювилет, однокнопочная. Ну, точнее, в данном случае трехкнопочная. Ну, как и Ньювилет, собственно. Заряженная атака, скилл и ульта. То есть, фактически точная копия Ньювилета. Бой мы начинаем с активации всех бафов наших саппортов. И теперь зажимаем кнопку атаки, чтобы выполнить тяжелую атаку. И наблюдаем, когда две полоски вокруг прицела станут красными. Теперь мы нажимаем скилл и снова зажимаем тяжелую атаку, чтобы опять эти две полоски стали красными. Теперь мы нажимаем скилл и снова тяжелую атаку. В данном случае из-за того, что у меня вот босс, вот такой босс, сейчас мы ему этот щит снимем. И опять возвращаемся на Сандроны. Заряженная атака. Перегреваем этого Фаджио. Переключаемся, используем скилл один раз. Опять перегреваем Фаджио. Опять скилл. Опять перегреваем. И в идеале я только вот начал собирать Сандроны, потому у меня энергии мало. Но в идеале вообще, чтобы у вас после двух таких заряженных атак и скилла, то есть заряженная атака скилл, заряженная атака скилл, чтобы у вас уже была готова ульта. Так как, по сути, весь основной большой урон именно наносит ульта. Ну, то есть, в отличие от Ньювилета, у Сандроны ульта наносит урон. И, как я говорил, вот, ульта... Как видите, ульта наносит большой урон. В зависимости от стаков, которые нас собирали. И в зависимости от стаков, которые насобирали при перегреве, то есть когда она перегревается, мы используем ее умение, перегревается, используем умение и теперь ультуем. Вот теперь 346, видите? То есть по сути ей нужно заряженная атака, скилл, заряженная атака, скилл, и после этого ульту. И опять же, тут самое главное, чтобы у нее в данном случае уже была ульта готова. То есть ей нужно хотя бы 120 восстановления энергии постараться насобирать. Или, по крайней мере, ей нужна батарейка в команде.